Следующая серия и чудо монтажа помогают нам переместиться в 89-й день игры This is the Police. Первую часть, ребята, мы проходим, и 89-й день приближает нас к скорейшей пенсии, точнее выходу на пенсию, ну и счастливой и беззаботной жизни. Так что ставь лайк, сразу подпишись на канал, проставь колокольчик, ну и заходи на стримы на канале Vast. Кстати, стримлю там каждый день, ссылочка внизу в описании, в самом-самом начале. Буду ждать, поехали. Так, ну что ж, погнали. Очень интересно. Сегодня в кино любимый фильм. Перси, ну конечно, мой хороший, отдохни, но завтра только не забудь прийти. Зарплата. Опозорил значок, дед. 550, Рой. Серьезная смена растет. Мамба опозорился. Опозорился. Все подливились, да что ж такое, а? Поступил новый вызов. Так, ну подождите, так резко смену-то начинать. Так, во-первых, вот этот вот у нас пойдет сразу на переподготовку. Рот. Рот, если ты сейчас не сдашь, то я твой рот будет лучшим ртом в роте. Поступил новый вызов. Нападение. Молодой парень поссорился с пожилой женщиной, из-за места в очереди ударил ее. Так, давайте, мужики, поехали отрабатывать. Угроза взрыва. Кукурузный монумент заминирован. Сообщен звуки голоса, бросил трубку. Никогда мне не нравился. Попытка ограбления. Кто-то испугался незваного гостя, который среди ночи стал ломиться к ней в дверь. Он что-то орет пьяным голосом, стучат в дверь, а не то хуже будет. Так, давайте, ребятки, вперед. Кукурузный пожилой монумент. Так, расследование. Тут лучшие детективы у меня работают, кстати. Поступил новый вызов. Употребление запрещенных препаратов. Мисс Хаус, пожалуйста, на наркоманов, которые расселись возле памятника Эдгару По. У них совсем мозги поплавили, ширяются прямо в парке средь бела дня. Ни стыда, ни совести. Я думаю, что тоже фейк. Так что парочку прям отправлю. И Александр оформляет платную подписчику. Спасибо за 100 рублей. Спасибо. Задание выполнено. Преступник пойман. Ну, естественно, фейк. Естественно, фейк. В общем-то, все фейк. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. А вот тут не фейк. Несколько обросших мужчин на грязной одежде сидят, прислонившись к памятнику. Похоже, они в отключке. Рядом валяются пришли жгуты. Включаем сирену. Один из наркоманов замечает кого, пытается сбежать на четвереньках. Задание выполнено. О, расследование. Да, поехали. Интересно. Интересно, интересно. Догнать человека в честной гонке. Значит, встать на четвереньки, прикинь, догнать чувака в честной гонке. Вот этот третий вариант, он был лучше, понимаете? Поступил Лучше. новый вызов. Просто это вот. Перестрелка в Чайнатаун. Студенты общежития сообщили, что у них за окном идут настоящие боевые действия. Несколько человек стреляют друг в друга из автоматов прямо посреди улицы и прячутся за автомобилем и прохожими. Ёпта. Что там ребята, блядь, устроили-то? Мои хорошие, давайте-ка это... Что там, я не пойму, съемки, что ли, у Джеки Чана, чешо? Так, расследование. Давайте-ка мы... Одну секунду. Ну-ка, ребята, давайте мы вот так вот сначала сделаем. Здесь вот так вот. А вот сюда вот. Зарядим вот так вот. Но фейком, да, может быть фейк, а если не фейк? Поступил новый вызов. Видишь, кто-то говорит, кто-то валяется, истекает кровью.
Парк. Я пришел в парк сыграть в шахматы, и там бегали люди, в крови визжали. Я думаю, какой-нибудь костюмированная, блядь, вечеринка. Мошенничество. 12 человек пожаловались на компанию, которая обещала самую надежную инвестиционную пирамиду. Ну, ясно. Avalon Technology, да, сука? Шо, блядь? Поехали. Неожиданно. Там даже спецназ не вывозит. Ёпта, вся смена на вызове. Дело в Чайнатаун в 20:00. Полторы тысячи всего дает, падла. Да нет. Это, я думаю, лажа. Поступил у нас нештатная ситуация. Мошенничество. Увидев полицию, женщина быстро спрятала в сейф какой-то файл, схватила со стола стопку бумаг, стала ей размахивать, повторяя: наши документы в полном порядке, мы солидная компания. Задание выполнено. Поехали. Перестрелочка закончилась, слава богу, удачно. Еще и автоматы изъели. Очень хорошо. Задание выполнено. Конечно же, фестиваль красок, да, мужик взял, сказал, там массовые убийства, расстрелы, короче, ну, ничего, в принципе, нового абсолютно нет. Поступил новый вызов. Так, стопе. Изнасилование. Секретарша фотостудии сообщила, что фотограф-стажер так возбудился на съемках, что набросился на обнаженную девушку-модель и хочет ее изнасиловать. Поспешите, он заперся в одной из комнат и пытается связать девушку кабелем от софита. Блять. Надо поддержать. Помочь. В смысле, девушке, конечно же, помочь. Конечно же, помочь освободиться от маньяка. Во время шоу бодибилдеров в зал ворвался небольшая компания молодых девушек и устроила что-то типа... Чего, блядь? Совсем, что ли, херели? Оговорился-то. Торговля оружием. Увидев недалеко от своей фирмы фургон несколько легких автомобилей, рядом с которыми спорили между собой около 10 людей, мужчина хотел догнать подозрительных типов в свою аудиторию, но те, увидев фермера, выхватили из ящиков оружия и открыли огонь. Так, ребята. Хера себе. Совсем, что ли, конченые. Так, в порту, да, они сказали, во сколько? В 10 часов? Или где-то? Чайнатаун, да, по-моему? Чайна нам была. Задание выполнено. Насилование, да, поймали. Чайнатаун. Не знаю, вроде нет, странно, вызовов нет. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Ой-ой-ой, люди с автоматами, с автоматическим оружием в руках. Окружили дом фермера, который с трудом отстреливается из старого ружья. Подозрительно бросил своими машинами, крича, а за товаром смотреть кто-то остался. Задание выполнено. Сюда всех просто. Хрена себе, открыть перестрелку. Ты представляешь, что бы там было? Там бы всю смену бы выкосили сразу. Попытка угона. С девочкой все сложно. С девочкой все сложно. Задание выполнено. Ну, бывает. Чайнатаун. Так, следующую смену надо это... накуканить. Стоп! Я тут
краем глазика. А то он мне глаза мозолит, эта тема, я думаю, ни одному мне. Может быть, еще и баба, кстати, залутаем. Разогнать людей. Но, по идее, если это владелец небоскреба, он может бабла нормально отвалить. Очень неплохо. Наконец-то. Но я говорю, я прям подождал специально, знаете, чтобы не посреди дня, не к вечеру, а прям вот в конце смены. Вот видишь, прям полчасика. Опа. Я буду рад сказать вам любые услуги, которые мне под силу за определенную скромную плату. Нормально. Вот это нормально. Что и говорить, я ужасно скучаю. Не могу дождаться момента, когда снова увижусь с ним. А ты не хотел бы увидеться со мной? Лана, но мы... Дай угадаю. Ты думал об этом, но потом понял, что это лишь принесет нам больше страданий. К тому же это очень опасно, учитывая характер нашей работы. И вообще, зачем все рушить, когда нам и так хорошо? Верно? Ну, если ты знаешь, что я думаю, значит, ты думаешь точно так же. Чего? Да, Джек. Потому что это правда. Но разве это справедливо? Знаешь, что было бы на самом деле несправедливо? Если бы друзья застали тебя в караоке-баре со стариком. Со стариком? Ха-ха, может быть, ты представляешь себе молодого греческого бога с длинной золотой шевелюрой на том конце провода, но мне 60, Лана. Послушай меня, Джек. Начиная со старшей школы, я окружена стариками. В университете все мои одногруппники были стариками. Им было по 18 лет, но им пора было в могилу. Никаких целей, никаких идей, только бесконечная усталость на лице. Усталость и пустота. На работе все мои молодые коллеги на самом деле глубокие старики. Они ни за что не готовы бороться. Они уже видят себя на пенсии. И ты, Джек, единственный за очень долгое время человек, в котором я чувствую ровесника. Потому что ты борешься. Я буду Потому что бороться. внутри тебя есть жизнь. Ладно, это... Черт, это правда. Во мне есть жизнь. Джек, ты такой самоуверенный. Ой, простите меня, мисс. Я самый перспективный молодой прокурор в стране. Ты знаешь, что это правда. Ох, мать! Вот если бы ты мне штуцер бы сегодня на ночь отполировала, вот это бы, конечно, бы, да. А так, ну, не знаю, не знаю. Так, здесь все хорошо у нас. Мой дед болен эпилепсией. Дед это... У обоих эпилепсия, да? Вместе что... потрахаться они решили. Работать! Суки. Так, выдвигаемся. Сразу прям. Можно прям вот так вот сделать. О! Красавчик. Красавчики. Да ёб твою мать, дед. Поступил новый вызов. Так, ну подождите. Да подожди. Так. Так, этих всех на переподготовку. Вот это раз. Блять, суки, еще раз вызывалите, я вас уволю к ебаной матери. Так, что? Употребление пожилых Ай-яй-яй-яй. Анонимный информатор сообщил адрес одного из самых больших наркопритонов города. По предварительной информации, там находится около 3 десятков наркоманов, многие из которых вооружены. Блять. Мне кажется, будет фейк. Прям конкретный фейк. Без спецназа, но я думаю, наши вырулят. Поступил новый вызов. Угроза взрыва. Учительница физкультуры заметила подозрительный фургон при парковке недалеко школы. Внутри никого нет. Я услышал, что там работают какие-то Да, со школы она услышала, как там работают, блядь, механизмы. Дядя Петя, ты дурак? Кстати, бант нет. Бант нет, ничего нет. Ты прям гений какой-то. У нас внештатная ситуация. В полумраке по углам лежат десятки людей без сознания. Везде разбросаны шприцы. Оцепить по одному.
Вот он, из туалета вылетает голый наркоман с дробовиком. Задание выполнено. Ой, боже, блядь. Поступил новый вызов. Пена. Не надо. Давай не будем, пожалуйста. Угроза физическому здоровью. Так, ждем, сейчас автозак приедет. И все поедут. В зоопарке, что ли? Четыре активистки Альянса «Жизнь без мяса», борющиеся за права животных, пришли в зоопарк. Кусачками стали убирать с клеток замки. Твою мать, вы что, конченые вообще, что ли, там? Жизнь без мяса. Сейчас вас сожрут там, бестолковые. Задание выполнено. Поступил новый вызов. Вооруженное пожилое ограбление. Мусульманский квартал. Вызов из магазина халяльной еды. И кассу только что обчистили. Двое вооруженных грабителей в маске президента США. Блять, как в лучших этих прям фильмах. Все прям серьезно. Давай. Поступил новый вызов. Это серьезно. Кинотеатр. Порча имущества. Несколько человек бьют стекла кинотеатра, срывают афишу у входа, кричат: современное кино развращает молодежь, и достают коктейли Молотова. Блять, ну, с одной стороны, вообще душой я как бы с ними, потому что реально современное кино Задание зачастую выполнено. говно. Но, конечно, коктейли Молотова, они там могут спалить все к чертовой матери, поэтому такое немного Задание спорное. выполнено. Вооруженка тоже всех поймали. Хорош. Перси. Ну, конечно, епта. Перси 555. Вопросы есть, вопросов нет. Оп. Вопросы еще тоже по скиллу. Так, я бы вот сюда потяжелее, ребят, на самом деле отправил. Прям Поступил новый вся вызов. элита моя поехала. Тупо легенда на Перси. Бытовая проблема. А мистер Адамс уверяет, что на Землю вот-вот упадет гигантский метеорит. Чего? Сразу 8 ваших подчиненных могут отправиться в роскошную загородную вечеринку, отдохнуть как следует, безопасное увольнение сотрудника, от которого вы хотите избавиться, предложит место в личной охране. Тайный счет, да, блядь? Все тайное становится явным, а у нас деньги все честные, почти заработаны. Слот офицера. Слот детектива. Блядь. А если обанкротится? Поступил новый Выводи вызов. в офшоры, блядь. Вооруженное ограбление. Мистер Якобский, Лебовский, снял крупную сумму со своего счета в банке, садился в машину, когда к нему сзади подошел мужчина. Это, блядь, классика жанра, я понял. Давай вот так вот прям сделаем на всякий случай. Шо? В город возвращается мой давний конкурент. Остановился в отеле. Я хочу, чтобы вы показали ему весь ужас правоохранительных органов. Блядь, за это, я думаю, нормально забашляют. Кстати. У нас внештатная ситуация. Хулиганы пытаются пожечь один из коктейлей Молотова, но зажигалка барахлит. Задание выполнено. Просто огнетушителями нахер вместе с хулиганами, с коктейлем Молотова, со всеми остальными. Поехали, ребята. Вас там ждут. Поступил новый вызов. Что там, Задание выполнено. человек-метеорит? Бывший повар ресторана в Чинатауне сообщила, что на кухне заведения сортируют, разбавляют героин.
Моя подруга схватила передоз от того мусора, что они там смешивают. Возможен фейк, ребят. Возможно, что кого-то, как всегда, обидели, зарплату не дали, премию не дали. Алло. Сент, ну извините, пока у меня все заняты. Я и так там помогаю. Чё, суицид сквад? Осуждаю. Поступил новый вызов. Одобрительный момент. Поступил новый вызов. Ну давай отправим там потяжелее, ребят. Это бред, вот это будет сказки. Не верю. Задание выполнено. Ну, как говорится. Поступил новый вызов. Ну, как говорится. О! Футбольный Задание стадион. выполнено. Так, вооруженку. Зато вооруженное ограбление тормознули. Еще бабосиков. Массовые беспорядки. Болельщики закидывают бананами приезжую футбольную команду, которая почти целиком состоит из тем... Судья вынужден остановить матч, пока на трибунах не восстановит порядок. Фанаты, похоже, не намеренно успокаиваются. Они собирают российские частушки и зажигают множество фейеров. В парк наглянула молодая музыкальная группа «Вагоновожатый» устроила спонтанный антиправительственный... Я вам, блядь, устрою. Поступил новый вызов. Задание выполнено. На стадионе не знаю. Задание выполнено. Ну, я не знаю. Ну, ну убежали и убежали. Ну ладно, чё. Нет, ну, ребят, ничего же не произошло. Факт, факт. О, гей-клуб. Странные гомики уже все почти достали. Если вы не разберетесь, то весь район выйдет, порвет их на части. У нас нештатная ситуация. Задание выполнено. Не знаю, здесь вроде ничего не происходит у нас. Задание выполнено. Просто снять рубашку и броситься в пляс. Это уровень, блядь. 91 день, 13 октября. Пока ничего в городе не происходит, странное затишье. Затишье, блядь. Вынося мусор, я случайно угодил в какой-то ядовитый куст. Да. Могу я пойти домой? Да, но завтра работаешь. В ядовитый, блядь, куст. Да ты конченая, рыжая. Да ёб твою мать! Зайдите, пожалуйста, в кабинет. Там сейчас тут начнется. Шо? Так, в кабинет, пожалуйста. О. Поступил новый вызов. Да подожди ты с вызовом. Все с лычками. Так, мать, давай-ка это. Переобучение, чтобы все офицеры были. Давай вырастим вот этого товарища. ДТП. Водитель, предположительно пьяный, вылетел на встречную полосу, врезался в фургон, в который затем врезал еще 5 автомобилей. Ой-ой-ой.
может прям конкретное что-то быть. Виталий, ну ничего страшного. Нет, сейчас не буду. Это нужен случай, понимаешь, Виталий? Поступил новый вызов. А подозрительный индивидуум, сотрудник хозяйственного магазина, сообщил, что очень подозрительный человек по имени Отис заказал на дом очень странную комбинацию предметов, из которых легко можно собрать взрывчатку. У Адамса есть несколько приводов в полицию, в том числе из-за угрозы взрыва. Так, ну-ка, парни, поехали-ка. А то что-то... Поступил новый вызов. Подозрительный индивидуум. Молодая учительница сообщила, что уже несколько дней подряд замечал подозрительный белый фургон, припаркованный рядом со школой. Можно парочку отправить. Задание выполнено. ДТП всех угомонили. Хорошо. Хорошо. Пока все хорошо. Пока все чики-бомбони. Пока что. Пока что. Поступил новый вызов. Ждут дальнейших распоряжений. Полиция прибыла ко входу в квартиру подозреваемого. Это любители изготовить всякие эти. Откройте, это доставка. Опа. Мужчина в костюме химзащиты, увидев полицию, бросается к тумбочке и там что-то судорожно ищет. Задание выполнено. Сразу стволы не двигаться, ёпта. Тут один может быть только вариант ответа. Новый вызов. Нападение. Так, тормозим, ребята. Что вы нам перенасыщены как-то. Задание выполнено. 5 подростков попросили сигарету мужчины, тот им отказался, славших на их молодость. Детей тут же набросились на него, повалили на землю, стали со всей силы бить ногами. Попытка ограбления. Я закрою все вообще вызовы. Фургон фейк оказался рядом со школой. Поступил новый вызов. Пригород 18:20. Мы не хотим, чтобы полиция... Пошел ты нахер со своим косарем. Че у тебя не получится? Задолбали. Рабочие повздорили на обеденном перерыве. Ну, короче, обычная потасовка работяг. Отправим 3. Да не, задолбал. Да что ж такое? $1000 мне дает меньше моей зарплаты. Подростки продолжают бить пожилого мужчину, не обращая внимания на подъезд полицейских. Включить сирену. 3 парня сзади полиции бросаются в разные стороны. Задание Воздуха не выполнено. двигаться. Все. Все поехали, Задание ребята. выполнено. Попытка ограбления. Сюда. Все дела вообще раскрываются. Все. Ой-ой-ой, массовая драка. Ну-ка, ребятки. Успеют, не успеют приехать? Вроде как успевают. Прям в аккурат должны успеть. 7, 6, 5. Задание новый вызов. Ну, давай вот так попробуем. Нападение работяг. Угомонили всех. Несанкционированный митинг, да? Бля, уже задолбали эти разъяренные женщины. Приходящие, уходящие. Какая-то смена напруженная, нет? Поступил новый вызов. Да хорош, изнасилование, все, тормозим. Бля, если подмога куда-то нужна будет. Новый вызов. Ультиматум. Джек, я не буду плакаться и рассказывать тебе обо всех моих несчастьях, свалившихся на меня за последние дни. Скажу просто, что мне нужно вернуться в полицию. Очень нужно. И ты мне поможешь в этом, правда? Тебе скоро на пенсию, так что... Пошел-ка ты нахер, черт. Задание выполнено. Оплати-ка, ёпта. До свидания. У нас внештатная ситуация. Женщины жгут постеры. Сексизм, болезнь нашего общества. Задание выполнено. Так, ребята, поехали.
Все угомонились. Окровавленную молодую женщину увидел кто-то без одежды, которая пыталась пройти через забор дорогого особняка. Ребятки, съездите-ка. Поступил новый вызов. Вооруженное ограбление. В салон зашли двое мужчин в масках клоунов, потребовали ключи. Так, все, тормозите, ребят. Слишком много угрозы взрыва. Вот в мэрию бы надо съездить. Но нас маловато. Погнали. В мэрию. Поступил новый вызов. Всем составом. Задание выполнено. Задание выполнено. Ну, как говорится, бывает. Да-да-да. Ночной клуб «Голубая устрица». Задание выполнено. Прикольно. Задание выполнено. Стрельба в ночном клубе. Почти все остались живы. За малым исключением. Девяносто второй день. Чуть-чуть мэрия поднапряглась. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Лычечка, да, новая появилась. Ну, тут сонгу надо давать. Да. Хантер, если еще советы есть, ты говори. Я думаю, еще пару раз, если скажешь, что я точно послушаю. Так, повышение. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабулечка. Бабулечка. Бабулечка, умничка моя. Я не знаю, ходите ли вы в церковь, но если хотите... К сожалению, некоторые заблудшие души становятся ходить в храм. Станинский порошок, демпингуют. Так, пока подождите, только началась смена. Опасно. Поступил новый вызов. ДТП. Пьяный водитель въехал в автобусную остановку на фургоне, сбив несколько человек. Машина заглохла, теперь водитель нетвердой походкой пытается сбежать. Да здесь, я думаю, вот так вот даже хватит. Очень хорошо, что у меня уже по 2 лычки у половины состава. Это прям, ну, это прям вот must have. Так, лохов у нас быть не должно. Отправиться тоже на переобучение. Рыжий еще раз завалит, я ее уволю к чертовой матери. Попомните мои слова. Поступил новый вызов. Кража. К сожалению, ни разу не сумел застать этого расхитителя травы за работой. Ну, скорее всего, фейк, но... Ладно, окей. Пока смена позволяет. Пока что. Задание выполнено. ДТП. Сюда, мужика. Сюда. Муниципальное поручение. Мэрия в районе рынка увеличилось количество карманных краж. Пресс-служба уже подняла шум. Нужно отправить 2 офицеров, чтобы создать видимость полицейского присутствия. Ну, можно вот как-нибудь вот так вот и... Да ёпта, можно вообще обычных сам. Чин, 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 чин. Чин, чин, чин. Задание выполнено. Кража. Уроды. Поступил новый вызов. Массовая драка. Сотрудник торгового центра в костюме помидора, рекламируя новую томатную пасту, напугал профессионального боксера Джошуа Дрейка, который с криком набросился на него и начал со всей силы избивать.
Совсем дурачок, что ли? Поехали. Чин-чин-чин. Поступил новый Я вызов. томат. Я томат. Ёпта. Роскошный белый кадиллак сбил темнокожего подростка и пытался скрыться с места событий, но не справился с управлением, въехал в столб, на улицу вышли разгневанные жители района. Бля, хорошо с гетто давно никто не звонит. А как же хорошо, что с гетто давно звонков не было. Поступил новый вызов. Угроза теракта. Сотрудница почты сообщила, что обнаружила письмо, в котором с каким-то порошком внутри. На конверте надпись «Гори в аду». Девушка боится, что на конверте возбудитель смертельной болезни. Мы все умрем, а у меня сегодня день рождения. Я понял. Виталий, спасибо огромное. Не Задание знаю, выполнено. вряд ли. Ой! А нехер пьяным на белом кадиллаке детишек по дворам сбивать. Даже, да, дружочек. Поступил новый вызов. Вот это фейк. Убийство мужчины в рыцарском костюме с огромным мечом в руках. Зашел в кафе, сделал заказ и молча сел в углу около 2 часов. Когда на него уже просто перестали обращать внимание, он резко встал, взял меч и стал со всей силы размахивать им, нанеся серьезный ран нескольким посетителям. Блядь. Придурковато, что ли, что? Задание выполнено. Написано, преступник скрылся. Какой преступник? Там было убийство. То есть убили, вы сами понимаете, кого. А преступник, тот, который убил, он скрылся. Как и говорил, на почте фейк. Прочитано. Поступил новый вызов. Секундочку, ребята приедут. Поступил новый вызов. Что-то у нас тут веселье в городе. Мужик заметил, что на ферму его соседа Дарика, который вместе с семьей уехал на отдых, попросил присмотреть за хозяйством. Приехали какие-то люди на тракторе и воруют урожай. Я думаю, что 2 вот таких топовых должны разрулить. Но это не точно. Задание выполнено. Ага. Неплохо у меня ребятушки растут. Слушайте, у меня уже ниже 400 ни одного офицера нет. Это просто обалдеть. Это, ну, шок. Вот эта смена вообще просто... Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Увидев полицию, подозреваемые на ферме засуетились, стали кричать на неизвестном языке. 2 женщинам удалось скрыться где-то на ферме. Задание Обследовать всю территорию, конечно же, поймать и накуканить. Для 2 по косарю. Задание выполнено. Поступил новый вызов. А вот это может быть серьезным. Во время выступления легендарного певца кто-то бросил музыканта огромный початок кукурузы и разбил ему голову. Певец не растерялся, отшутился и продолжил выступление. Тем не менее, организаторов концерта взбесила эта выходка. Они требуют изучить записи с камер, арестовать преступника. Мы не выпустим зрителей из зала до тех пор, пока нарушитель не задержит. Здесь огромная толпа, так что посылайте всех своих людей и делайте, черт возьми, вашу работу. Всех выслал, проверяй. Хрущев, наверное, кинул. Ха! Так, у нас тут висяка не вырисовывается, нет? Ребятки, давайте-ка отработаем как следует.
добавлю, Виталь. Не добавляю в ВК, извини. Вообще никого. Задание выполнено. Спасибо, но нет. Не добавлю, извини. Не добавляю реально в ВК никого. Я думаю, ты сам понимаешь, по каким причинам. И... Мистер Бойд, я знал, что вы не меньше меня хотите отсрочить приход на Антихрист. Ну ты и мудак, друг мой. Да, иди отдохни. Что-то ты реально поднапрягся. $75 это сильно. Это прям, ну... Хорош, 340, борода наконец-то сдал. Джеки Чан сдал. Молодцы. Урод. Молодцы. Поступил новый вызов. Секундочку, как всегда по традиции. Мне кажется, у этой дамы карьера пойдет в рост. Я бы деда отправил. Может быть, меньше уставать станет. Ёб твою мать, массовые беспорядки. Несколько десятков рабочих отказались выходить на работу из-за массовых сокращений и снижения заработной платы. Какое-то время они ждали, кто-то из руководства вышел, типа, объясниться с ними. Чтобы кто-то вышел объясниться, затем эти люди стали ломать забор. До драки с подручным оружием. Тут, да, ребят, расписание. Кто спрашивает, расписание в телеграм-канале Heart Inside. Заходите. Туалет. Изнасилование. В женской комнате общественного туалета какая-то дама удерживает мужчину против его воли. Бля, мужики, съездите, мне даже самому интересно стало. Блять, что-то пошло не так. Так, молодцы, мужиков всех задержали на заводе. Все хорошо. Угомонили, там что-то могло очень жесткое быть. Я говорю, мне знаете, что везет? То, что у меня сотрудники все квалифицированные. Кстати, здесь сейчас тоже, смотри, 2 косаря намечаются. В кабинке заперл супружеская пара, которая пыталась изжить... Сейчас бы, блядь, в общественном туалете кому-то насасывать. Ох, блядь. У меня несчастье в семье. Моя единственная дочь выходит замуж за полного придурка. Она требует, чтобы свадьба прошла на крыше моего небоскреба. Поехали. Прокатимся. Я думаю, он нормально заплатит. Тем более он уже неплохо закидывал. Почему бы и да. Если, в принципе, насморк. Бутик. Ограбление бутика. 2 женщины пытаются незаметно вынести из бутика дорогую бижу. Выхватила из сумочки пистолет. Всем что ли? Вот эту сейчас буду форсить просто, ребят, по максимуму. Вот эту девочку. Ёпта, захват заложников в ЗАГСе. Охранник сообщил, что в ЗАГС ворвался вооруженный мужчина во фраке. Он притащил за собой молоденькую девушку в белом платье и потребовал сотрудника немедленно оформить брак. Чего, блядь? Кстати, сколько там уже уперся? 600. О! Вот это тот всегда нормально мужик башляет. Это этот, который по небоскребам фанат. Он всегда очень неплохо башляет. Поступил новый вызов. У нас внештатная ситуация. Мужчина держит за руку девушку, целится в двухстволке в сотрудницу ЗАГСа. И
говорит: объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать невесту. Задание выполнено. По башке дубиной сзади, на нахер. Уехал. Хина не будет. Что тут подозрительно? Индивидуальный офицер сообщил, что у них за столиком уже несколько часов сидит подозрительный мужчина в помятом пиджаке. Он ничего не заказывает, только подливает ему кофе. Мне кажется, что он на меня пялится. Скорее всего, фейк, но давай, ладно, прокатимся. Чисто пока позволяет смена. Поступил новый вызов. Дядь, ну ты же знаешь, где я. Меня найти не так сложно. Тем более, я же сейчас встречаюсь с людьми. На следующую встречу приедешь, почему нет? Поступил анонимный звонок, порту разгружает партию оружия. Всех рабочих усилили домой до конца дня. Я думаю, что это не фейк. Если всех рабочих отпустили до конца Задание дня, выполнено. но это типа... Так, девочка наша растет. Поступил новый вызов. Задание выполнено. Так, вот здесь вот массовые беспорядки, ледовая арена. Нет, ребята, вот здесь вот посерьезнее задачка. Задание У нас нештатная ситуация. Так, оказался не фейк. 4 крупных мужчин в черных костюмах грубят ящики в фургон. 3 стоят рядом с автоматами. Мужчина за автомат стреляет по копам. Остальные быстро скрываются. Задание Светошумовую атаковать. Извините, ребята, у меня спецназ, ёпта. Вы что, совсем, что ли, охерели? Вы чё, ребята, блядь, попутали? Ну, массовые беспорядки я бы не успел. Сорямба. Здесь на все невозможно успеть. Незаконная предпринимательская деятельность. Мартин Кокер, хозяин продуктового магазина, сообщил, что на парковке стоят 2 пожилые женщины с огромными спортивными сумками и продают прохожим сигареты блоками. Как бы и ладно. Давай съездим. Поступил новый вызов. Флешечку накинули. Теракт. 2 бородатых мужчин пришли на вокзал, стали молиться, а затем разошлись по разным углам и сняли куртки, под которыми очевидцы увели пояса. Ой-ой-ой. Если мы сейчас вот здесь вот ложанем, то может вся смена улететь в побойку. Хера себе. Задание выполнено. Так, предприниматель незаконный улетел. Я не пойму, сколько там уже кадров расследования. Восемь к... Плохо. Так. Что у нас с разрывным? Люди не успеют у меня вернуться. Блядь. Задание выполнено. Вот у меня бы сейчас могла смена отлететь вообще просто в труху. Очень жестко сейчас было. 94-й день. Большинство вызовов оказываются ложными. Да потому что штраф надо вводить. Да я, дед, ну задолбал, ёпта, приходи завтра, я не знаю, ну сколько можно-то? Постоянно еле держусь на ногах. Умница. Молодец. Дебил. Еще раз завалишь, усач, уволю. Прекрати мне руинить.
То же самое тебя касается. Поступил новый вызов. Угроза взрыва. Бородатый мужчина на байке с капюшоном, не озираясь по сторонам, вошел в фойе офисного помещения, молча оставил за колонной черный пакет и тут же скрылся. Охранник погнался за бородачом, но тому удалось скрыться в толпе на улице. Опасно. Отправлю. У меня уже здесь тоже подходит 810. Сонгу надо обязательно до косаря. Я бы вот этих вот до триплы улучшил, на самом деле. До 3 звезд. Ну, 3 лычек, вы поняли. Кстати, хочу заметить, игра могла бы давать возможность качать еще больше, да? Лычек, по идее. У нас внештатная ситуация. В фойе никого нет. Возле колонны стоит черный пакет. Полностью эвакуировать здание. Внутри пакет сработал какой-то механизм. Пакет начал жужжать и прыгать. По рации сообщили, что подозреваемый заметили в толпе возле здания. Он улыбается, наблюдает за происходящим, держит в руках что-то вроде пульта. Задание выполнено. Дурака поймали. Слушай, у него реально эта взрывчатка, прикинь, была. Нападение с применением огнестрела. В страховую компанию забежали несколько вооруженных людей, они стали громить офис. Все, я уже понял. По тяжелому прям. Нормальное начало смены. Машинка, да, ага, машинка. Сейчас бы на ровном месте бы мы не поехали, и здание бы взорвалось. И там бы столько бы народу минусанули. Поступил новый вызов. Детский сад. Подозрительный индивидуум, подозрительная уборщица. Странный хмырь уже полчаса трется возле забора, пялится на детей. Возможно, просто чей-то батя. Съездим, проверим. На всякий пожарный. Задание выполнено. Ай-яй-яй-яй-яй, как хорошо. Всех задерживают, вообще красавчики просто. В этой смене у меня самые мелкие это 305, а остальные все за 500 туда улетают. Опа. Добрый вечер. Сообщил в полицию, что муж исчез. Давай. Начнем расследование. Задание выполнено. Ну, я говорю, мужчина был просто пьян, держался за забор рядом с детским садом. Напруженная сменка получается. Поступил новый вызов. Санкционированный митинг. Так, 1 секунду. Это будет сложное задание. Так, а ну-ка. Мужики, там надо молодым помочь. Давайте-ка. А то они там не вывезут. Митинг. Группа подвыпивших рабочих собралась у проходной и протестует против урезания количества смен и отмены льгот. Я думаю, что сейчас они и так разрулят. Поступил новый вызов. Торговля оружием. Женщина сообщила, что в подвале заброшенного дома напротив торгуют незарегистрированным оружием. Там нет автоматов, но пистолетов хватает. Возможно, фейк, но под вопросом такое. 50 на 50. Задание выполнено. Поступил новый вызов.
Рядом с мэрией. Не успеют вернуться. Поступил новый вызов. Трое мужчин обедали в небольшом ресторане, когда с улицы по ним открыли огонь два злоумышленника. Одного убили на месте, двое перевернули столы и стали отстреливаться. Вскоре к месту подъехало несколько машин с вооруженными людьми. И что мне без спецназа там делать? Это игнорируем. Задание поступил новый вызов. Все на игнор. Вот здесь сейчас будет замес. Вот здесь очень опасно. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Ох, большая часть людей, участвовавших в перестрелке, убита либо тяжело ранена. На улице двое мужчин продолжают стрелять по ресторану. Задание выполнено. Сдались, слава богу, господи. Это просто, это сказать, что Задание повезло, это выполнено. ничего не сказать. Один фейк. А что здесь? Ну, у нас все равно офицеров нет. На скеле. Покушение на убийство. Байкер врезался в фуру на перекрестке. Друзья байкера, прибывшие через минуту, вытащили... Хотят устроить самосуд. Успел. На скеле видел, как просто на последнем... Ац! Самая быстрая рука просто на Диком Западе. Ац! Что-то там по-серьезочке. По-серьезному что-то. Задание выполнено. Разрулили. Хорош. Так. Опа. С ружья сразу. Не! Кто здесь? Покажись, или я начну стрелять во все стороны. Мистер Бойд, это я, мистер Фрай. Я не знаю никакого мистера Фрая, а если бы и знал, я бы не хотел, чтобы он приходил ко мне посреди ночи. Мистер Бойд, я частный детектив. Я ищу вашу жену Лору. Точно. Мою жену Лору. Я ищу свою жену Лору. Лору Марком Бойд. Все верно. Аж шерсть дыбом стала, дурак неумный. Не хотите накинуть халат, мистер Бойд? Нет. Мне не холодно. Итак, Лора, что вы узнали? Я знаю, где она живет, с кем она живет, знаю ее планы на жизнь. Ха, по правде сказать, я узнал даже больше, чем рассчитывал. Но я не скажу вам ничего. А если по усам? Я подержу эту штуку в руках на всякий случай. Итак, что вы сказали? Я сказал, что не поделюсь с вами этой информацией, мистер Бойд. Видите ли, у Лоры, ну, скажем так, возлюбленной Лоры, очень состоятельный человек. Сразу. И хотя я считаю себя хорошим сыщиком, он в 2 счета вычислил, что я за ним слежу. Мы поговорили втроем, я, он и Лора. И условились, что я перестану их тревожить, а взамен получу очень хорошую должность в фирме, которой владеет мистер... Упс, чуть было не выдал имя. Ты хоть понимаешь, что я могу пристрелить тебя прямо здесь? Я Это будет пристрелил. несправедливо, мистер Бойд. Я мог бы вообще к вам не приходить.
но решил поговорить с вами честно, с глазу на глаз. Не хочу, чтобы вы винили Эмму. Она искренне хотела вам помочь. Да-да. К тому же, мистер Бойд, вы мне симпатичны. Вы хороший шеф полиции, и мне жаль вас. Поэтому я договорился с Лорой, что она вам позвонит, когда будет готова. Вам нужно лишь немного подождать. И я не возьму с вас за это ни цента. Убирайся. Оставь пиво. Но я уже отпил. Ничего. Ничего, я не брезгливый. Эй, Фрай, и сними-ка ботинки. Простите? Сними свои ботинки, оставь их у входа и проваливай. Но зачем? Потому что, когда я попросил тебя оставить пиво, мне показалось, ты не слишком сильно расстроился. А мне хочется, чтобы ты расстроился. Блять. Лучший шеф. Лучший. И носки тоже. Замечательно. Доброй ночи. И усы. Тупо, блядь, трофей. А что мне кто сделает? Я шеф полиции, вообще пох. Все счастливы, все довольны. Ботинки отжали, а это значит то, что, ребята, серия подходит к концу. Трофеи, как говорится, уже висят на плече. С вами, как всегда, был я, Леха. Ссылку на плейлист оставил внизу в описании. Все подробные ссылки тоже внизу в описании. Всем добра, удачи, хорошего настроения. Увидимся на стримах Вазда, либо просто на видеороликах здесь, на ютубе, на канале Hard Games. Удачи!